Идея третьего глаза веками пленяла человечество. Окутанный тайной, он представляет собой скрытый портал к высшему сознанию. Этот мистический глаз, часто изображаемый на лбу, сулит ясновидение, телепатию и доступ к невидимым мирам. Людей, естественно, привлекает очарование таких способностей. Возможность раскрытия скрытого потенциала внутри себя является мощным стимулом. Многие стремятся пробудить эту дремлющую силу в надежде обрести более глубокое понимание себя и Вселенной. Это желание выходит за рамки культур и убеждений, объединяя духовных искателей по всему миру. Третий глаз воплощает собой этот мост, предлагая путь к расширенному осознанию и просветлению. Однако к стремлению обрести такие силы нужно подходить с осторожностью и мудростью. Хотя привлекательность третьего глаза неоспорима, крайне важно подходить к этой концепции с разумом. Простое стремление к сверхъестественным способностям может привести к заблуждениям и духовным ловушкам. Истинный духовный рост требует самоанализа, этичного поведения и искреннего стремления к самопревосхождению. Путешествие внутрь себя — это не получение особых способностей. Речь идет о том, чтобы сбросить пелену иллюзий, чтобы раскрыть нашу истинную природу. Этот процесс включает в себя противостояние нашим теням, исцеление старых ран и развитие сострадания. Когда мы отдаем приоритет внутренней работе, истинный потенциал третьего глаза может раскрыться естественным образом. Это раскрытие несет ясность, мудрость и глубокую связь со Вселенной. Мы обсудим ответственный путь духовного развития, подчеркнув важность моральных устоев и самосознания. Третий глаз занимает важное место в различных духовных традициях по всему миру. От древневосточных философий до современных эзотерических учений эта концепция перекликается с идеей внутреннего зрения, которая выходит за пределы обычного восприятия. В индуизме третий глаз часто ассоциируется с аджна-чакрой, одним из энергетических центров в тонком теле. Эта чакра, расположенная между бровями, как считается, управляет интуицией, мудростью и духовным прозрением. Буддизм рассматривает третий глаз как глаз Дхармы, олицетворяющий способность видеть реальность такой, какая она есть, свободной от заблуждений и невежества. Эти древние традиции предлагают ценные сведения о потенциале человеческого сознания. Они подчеркивают важность внутренней работы, самосознания и стремления к духовному росту. Третий глаз часто связывают с рядом сверхъестественных способностей, которые веками пленяли воображение людей. Эти способности, часто называемые сиддхами в йогических традициях, включают ясновидение, телепатию, астральную проекцию и предвидение. Ясновидение, способность видеть за пределы физического мира, часто ассоциируется с третьим глазом. Точно так же телепатия, способность передавать мысли напрямую, считается проявлением повышенного сознания и энергетической связи. Астральная проекция, способность сознательно покидать физическое тело и путешествовать в тонком теле. Еще одна сила, приписываемая третьему глазу. Предвидение, способность воспринимать будущие события, также связана со способностью третьего глаза к расширенному осознанию. Хотя эти способности могут показаться интригующими, крайне важно помнить, что они не являются конечной целью духовного развития. Фиксация на сверхъестественных способностях может привести к раздуванию эго, заблуждениям и духовной неуравновешенности. В то время как некоторые интерпретируют третий глаз буквально как физический орган, важно понимать его символическое значение. Третий глаз служит мощной метафорой способности человеческого сознания выходить за пределы ограничений и получать доступ к более глубоким уровням осознания и понимания.
Расположенный на лбу, над физическими глазами, он олицетворяет собой изменение перспективы, переход от обычного зрения к более интуитивному и проницательному способу восприятия реальности. Это означает связь с нашей внутренней мудростью, интуицией и способностью видеть суть вещей. Эта метафорическая интерпретация согласуется с учениями многих духовных традиций, которые подчеркивают важность развития внутреннего зрения и культивирования глубокой связи с нашей истинной природой. Сосредоточившись на самосознании, осознанности и этическом поведении, мы можем развить качества, связанные с третьим глазом, такие как мудрость, сострадание и ясность. Эти качества, а не сверхъестественные способности, являются истинными признаками духовного роста и просветления. Идея третьего глаза как быстрого пути к просветлению или сверхъестественным способностям может быть заманчивой, особенно в мире, который часто ценит мгновенное удовлетворение. Однако истинное духовное развитие – это постепенный процесс, требующий терпения, самоотдачи и готовности противостоять своим ограничениям. Очарование короткими путями может сбить нас с пути, искушая нас обойти стороной необходимую внутреннюю работу, необходимую для подлинного преображения. Поиск внешнего подтверждения или способностей без устранения коренных причин наших страданий может привести к еще большему дисбалансу и заблуждениям. Истинный духовный рост – это не приобретение особых способностей или достижение какого-то отдаленного пункта назначения. Речь идет о самом путешествии, о непрерывном процессе самопознания, исцеления и пробуждения. Переключая свое внимание с поиска внешнего подтверждения на принятие пути внутреннего преображения, мы можем раскрыть свой истинный потенциал и испытать глубокое удовлетворение, которое приходит от жизни в соответствии с нашими высшими ценностями. Концепция третьего глаза, будучи глубоко укорененной в духовных традициях, часто сталкивается со скептицизмом со стороны научного сообщества. Отсутствие эмпирических доказательств существования физического третьего глаза заставляет многих отвергать его как простое суеверие или wishful thinking. Однако отсутствие научного подтверждения не обязательно отрицает субъективный опыт и духовные озарения, связанные с этой концепцией. Наука действует в сфере измеримого и наблюдаемого. Тонкие энергии и духовные феномены, часто ассоциируемые с третьим глазом, выходят за рамки современных научных исследований. Это ограничение не делает эти переживания недействительными, а скорее подчеркивает необходимость расширения научных парадигм. Более того, человеческий мозг остается по большей части неизведанной территорией. Хотя поиск научного подтверждения важен, к третьему глазу следует подходить непредвзято. Стремление к ясновидению, часто ассоциируемое с активизацией третьего глаза, проистекает из глубинных психологических потребностей и мотиваций. Понимание этих глубинных желаний может дать ценные сведения о наших духовных устремлениях и направить нас к более сбалансированному подходу к самопознанию. Одной из основных мотиваций является стремление к определенности и контролю в неопределенном мире. Ясновидение с его обещанием видеть будущее и понимать скрытые истины дает ощущение безопасности и предсказуемости. Другой движущей силой является жажда связи и принадлежности. Ясновидение с его потенциалом для телепатии и понимания мыслей и эмоций других людей затрагивает наше врожденное желание сопереживания и связи. Исследуя эти психологические мотивации, мы можем глубже понять собственные желания и избежать поиска внешнего подтверждения или способностей в качестве замены внутреннего роста и самореализации. Человеческий разум часто жаждет определенности в непредсказуемом мире. Мы стремимся осмыслить хаос, предсказать результаты и контролировать свою жизнь. Это стремление к контролю, будучи естественным, может стать препятствием для духовного роста, когда оно проявляется как привязанность к конкретным результатам или страх перед неизвестностью.
Привлекательность ясновидения заключается отчасти в его обещании приоткрыть завесу тайны, однако это стремление к контролю может создавать сопротивление настоящему моменту. Истинный покой возникает не от знания всех ответов, а от подчинения потоку жизни и доверия нашей способности справиться с любыми трудностями. Как ни парадоксально, но отказ от потребности в контроле может открыть нас для больших возможностей и более глубокого чувства свободы. Это подчинение, не пассивность, а согласование себя с естественным течением жизни и вера в мудрость, превосходящую наше ограниченное представление. В мире, где часто доминирует рутина и предсказуемость, естественно, стремится к необычному. Мы ищем переживаний, которые выходят за рамки обыденности, пробуждают в нас чувство удивления и соединяют нас с чем-то большим, чем мы сами. Это стремление к необычному может проявляться как увлечение сверхъестественными способностями, в том числе связанными с третьим глазом. Идея обладания ясновидением, телепатией или другими экстрасенсорными способностями может быть очень заманчивой. Однако важно помнить, что истинная магия жизни заключается не в сверхъестественных способностях, а в необычности обыденных моментов. Каждый вдох, каждое взаимодействие, каждый восход солнца несет в себе потенциал для удивления и благоговения, если подходить к ним с вниманием и благодарностью. Истинное удовлетворение приходит не от внешнего подтверждения или способностей, а от жизни в гармонии со своим истинным «Я». Для многих концепция третьего глаза служит вратами к духовному исследованию и самопознанию. Он олицетворяет собой мир за пределами материального, источник внутренней мудрости и связь с чем-то большим, чем мы сами. Это духовное любопытство является естественным человеческим импульсом, отражением нашего врожденного желания понять свое место во Вселенной и соединиться с Божественным. Третий глаз, с его ассоциацией с интуицией, проницательностью и расширенным сознанием, согласуется с целями многих духовных традиций. Эти традиции подчеркивают важность обращения внутрь себя, развития самосознания и связи с высшей силой или универсальным сознанием. Стремление к пробуждению третьего глаза может стать катализатором этой внутренней работы. Истинный духовный рост — это не получение особых способностей, а развитие мудрости, любви и глубокой связи с нашей истинной природой. Хотя привлекательность третьего глаза и связанных с ним способностей неоспорима, истинный духовный рост заключается не в поиске внешних способностей, а в том, чтобы встать на путь самосовершенствования. Этот путь предполагает развитие внутренних качеств, совершенствование своего характера и согласование своих действий с нашими высшими ценностями. Это путь самопознания, исцеления и трансформации, который ведет к подлинному удовлетворению и прочному счастью. Стремление к самосовершенствованию — это не достижение совершенства или превращение в кого-то, кем мы не являемся. Речь идет о том, чтобы принимать свои недостатки с состраданием и стремиться стать лучшими версиями самих себя. Этот путь требует мужества, честности и готовности противостоять своим ограничениям. Он включает в себя признание своих теневых сторон, исцеление старых ран и избавление от ограничивающих убеждений, которые сдерживают нас. Окружив себя поддерживающим сообществом, мы можем ободрять и вдохновлять друг друга на наших индивидуальных путях роста. Раздел 2. Очищение разума. Фундамент для роста. Подобно тому, как садовник готовит почву перед посадкой семян, так и мы должны культивировать плодородный внутренний ландшафт для процветания духовного роста. Очищение разума является важной практикой на этом пути, позволяя нам очиститься от ментального хлама, негативных моделей мышления и ограничивающих убеждений, которые препятствуют нашему прогрессу. Наш разум постоянно бомбардируется информацией, отвлекающими факторами и внутренним диалогом. Этот ментальный шум может затуманивать наши суждения, подпитывать негативные эмоции и мешать нам получить доступ к нашей внутренней мудрости.
Практики очищения разума, такие как медитация, осознанность и ведение дневника, помогают нам успокоить ум, осознать свои мысли и развить более спокойное и сосредоточенное состояние бытия. Благодаря этим практикам мы развиваем способность наблюдать за своими мыслями без осуждения, осознавая, что мысли — это просто ментальные события, которые нас не определяют. Мы учимся отстраняться от негативных моделей мышления и выбирать более вдохновляющие и жизнеутверждающие мысли. Этот сдвиг в перспективе создает более позитивную и благоприятную внутреннюю среду для роста. Очищение разума — это не одноразовое событие, а непрерывная практика. Подобно тому, как мы регулярно принимаем душ для поддержания физической гигиены, мы должны заниматься регулярным очищением разума, чтобы поддерживать ясное и живое внутреннее состояние. Сделав ментальную гигиену приоритетом, мы создаем прочную основу для духовного роста и благополучия. Раздел 3. Этический образ жизни. Жизнь в гармонии с нашей истинной природой. Истинный духовный рост выходит за рамки личностного роста и охватывает наше взаимодействие с окружающим миром. Этический образ жизни, или жизнь в соответствии с нашими высшими ценностями, является неотъемлемой частью этого пути. Он подразумевает выбор, который является добрым, сострадательным и полезным для нас самих и окружающих. Этический образ жизни начинается с самосознания. Понимая свои ценности, убеждения и мотивацию, мы можем делать осознанный выбор, который согласуется с нашей истинной природой. Это включает в себя изучение наших привычек, моделей поведения и влияние наших действий на нас самих и окружающих. Честность, порядочность и аутентичность являются краеугольными камнями этичного образа жизни. Они подразумевают верность себе, действия в соответствии со своими ценностями и высказывание своей правды с добротой и уважением. Когда мы живем честно, мы создаем чувство внутреннего покоя и гармонии, которое излучается наружу, влияя на наши отношения и окружающий мир. Этический образ жизни также включает в себя наши отношения с окружающей средой. Осознавая нашу взаимосвязь со всеми живыми существами, мы стремимся делать выбор, который является устойчивым, сострадательным и уважительным по отношению к хрупкому равновесию природы. Раздел 4. Развитие внутренних качеств. Путь самосовершенствования предполагает развитие внутренних качеств, которые необходимы для духовного роста и прочного счастья. Эти качества, часто называемые добродетелями в духовных традициях, не являются врожденными, а развиваются путем сознательных усилий, практики и рефлексии. Сострадание, способность понимать и разделять страдания других, является краеугольным камнем духовного развития. Оно подразумевает развитие сопереживания, доброты и готовности помогать нуждающимся. Сострадание — это не жалость или осуждение, а признание нашей общей человечности и предложение поддержки, не ожидая ничего взамен. Благодарность, практика ценить хорошее в нашей жизни, способствует удовлетворенности и радости. Она подразумевает переключение нашего внимания с того, чего нам не хватает, на то, что у нас есть, признание изобилия, присутствующего в каждом моменте. Благодарность — это не игнорирование проблем, а признание благ, которые нас окружают, даже посреди трудностей. Прощение, акт освобождения от обиды и гнева по отношению к себе и другим, необходим для внутреннего покоя и исцеления. Оно не оправдывает пагубные действия, но позволяет нам двигаться вперед с состраданием и пониманием. Прощение — это не признак слабости, а мужественный акт любви к себе и освобождения. Терпение, способность сохранять спокойствие и хладнокровие перед лицом трудностей, развивает стойкость и внутреннюю силу. Оно подразумевает принятие того факта, что не все происходит по нашему графику, и веру в то, как разворачивается жизнь. Терпение — это не пассивность, а реагирование на трудности с тактом и мудростью. Раздел 1. Ответственность искателей.
Вступление на путь духовного развития – благородное стремление, но оно не лишено ответственности. Как искатели истины и мудрости, мы должны подходить к этому путешествию со смирением, честностью и глубоким уважением к тем глубоким учениям, с которыми мы сталкиваемся. Речь идет не о получении особых способностей или достижении личной выгоды, а о том, чтобы соответствовать высшей цели и вносить свой вклад в благополучие всех. Одна из наших главных обязанностей – подходить к духовным учениям с открытым разумом и проницательным сердцем. Не вся информация или практики, которые нам преподносят, будут соответствовать нашим ценностям или поддерживать наш рост. Крайне важно развивать проницательность, подвергать сомнению то, с чем мы сталкиваемся, и обращаться за советом к надежным источникам. Более того, мы должны помнить о потенциальном воздействии наших действий и слов на других. По мере продвижения по духовному пути мы можем обрести знания или опыт, которые кажутся нам глубокими. Однако к этим знаниям следует подходить со смирением и не навязывать свои убеждения другим. В конечном счете, наш духовный рост отражается не в словах, а в поступках. Именно то, как мы относимся к другим, как справляемся с трудностями и как способствуем миру вокруг нас, по-настоящему демонстрирует наше понимание и воплощение духовных принципов. Раздел 2. Теневая сторона духовных поисков. Хотя духовные поиски могут быть преобразующим путешествием, важно признавать потенциальные ловушки и теневые аспекты, которые могут возникнуть на этом пути. Эго, с его желанием признания, власти и особенности, может легко взять в заложники наши духовные устремления, ведя нас по пути заблуждений и самомнения. Одной из распространенных ловушек является ловушка духовного материализма. Это происходит, когда мы привязываемся к внешним атрибутам духовности, книгам, семинарам, кристаллам или ритуалам, не воплощая на деле основополагающие принципы. Мы можем накапливать знания и опыт, но не интегрировать их в свою повседневную жизнь, больше заботясь о том, чтобы казаться духовными, чем о подлинном преображении. Еще одним теневым аспектом является склонность к развитию чувства духовного превосходства. По мере продвижения по своему пути мы можем начать чувствовать себя выше тех, кто не обладает таким же опытом или знаниями. Это осуждение и отделение от других противоречит самой сути духовности, которая подчеркивает сострадание, смирение и взаимосвязь. Более того, стремление к духовным способностям, таким как те, что связаны с третьим глазом, может стать опасным отвлечением. Когда наше внимание смещается с внутреннего роста на поиск внешнего подтверждения или способностей, мы рискуем раздуть свое эго и упустить из виду истинную цель духовного развития. Раздел 3. Важность проницательности. В мире, перенасыщенном духовной информацией, учениями и практиками, проницательность важна как никогда. Это способность отличать правду от лжи, распознавать то, что резонирует с нашим истинным «я», и не поддаваться влиянию харизматичных личностей или заманчивых обещаний. Проницательность — это не осуждение, а мудрое и сострадательное наблюдение. Развитие проницательности требует готовности подвергать сомнению то, с чем мы сталкиваемся, исследовать свои мотивы и обращаться за советом к надежным источникам. Она подразумевает развитие сильного внутреннего компаса, руководствуясь нашей интуицией, ценностями и глубокой связью с нашей истинной природой. Оценивая духовные учения или практики, учитывайте намерения источника. Руководствуются ли они искренним желанием помочь другим или личной выгодой? Изучите сами учения. Соответствуют ли они вашим ценностям, способствуют ли любви и состраданию, поощряют ли самосознание и ответственность. Доверяйте своей интуиции. Если что-то кажется вам неправильным или не находит отклика в вашей душе, вы имеете право уйти. Помните, что ваш духовный путь уникален, и вы имеете право выбирать то, что резонирует с вашей душой. Раздел 4. Сохраняя верность своему пути. Сохранение верности своему духовному пути требует постоянных усилий, самоанализа и готовности корректировать курс, когда это необходимо.
Легко сбиться с пути из-за внешних отвлекающих факторов, внутренних сомнений или соблазна коротких путей. Однако, развивая осознанность, практикуя самосострадание и сохраняя связь со своими основными ценностями, мы можем преодолеть эти трудности и сохранить приверженность своему росту. Одной из самых важных практик является развитие регулярной практики самоанализа. Найдите время, чтобы поразмышлять о своих мыслях, эмоциях и действиях. Живете ли вы в соответствии со своими ценностями? Относитесь ли вы к себе и другим с добротой и уважением? Делаете ли вы выбор, который поддерживает ваше общее благополучие? Помните, что духовный рост – это нелинейный процесс. Будут и взлеты, и падения, моменты ясности и моменты сомнений. Будьте терпеливы к себе, примите это путешествие и радуйтесь своему прогрессу на этом пути. Культивируйте поддерживающее духовное сообщество. Окружите себя единомышленниками, которые вдохновляют вас, бросают вам вызов и дают вам пространство на вашем пути. Обмен опытом, знаниями и трудностями с другими людьми может обеспечить ценную поддержку и руководство. Раздел 1. За пределами сверхъестественной привлекательности. Привлекательность третьего глаза с его обещаниями сверхъестественных способностей и мистического опыта может быть мощным стимулом для духовных исследований. Однако важно помнить, что истинный духовный рост заключается не в поиске внешних способностей, а в развитии внутренней мудрости, сострадания и этичного поведения. Стремление к третьему глазу не должно быть направлено на получение преимущества над другими или на уход от трудностей человеческого бытия. Фиксация на сверхъестественных способностях может привести нас на путь раздувания эго и духовного уклонения, когда мы стремимся превзойти свою человечность вместо того, чтобы принять ее полностью. Истинное просветление заключается не в том, чтобы стать сверхчеловеком, а в том, чтобы стать полностью человеком, признать свои недостатки, принять свою уязвимость и проявить сострадание к себе и другим. Когда мы переключаем свое внимание с поиска внешнего подтверждения на развитие внутренних качеств, истинный потенциал третьего глаза может раскрыться естественным образом. Это раскрытие заключается не в обретении особых способностей, а в достижении более глубокого уровня осознания, мудрости и связи со Вселенной. Речь идет о том, чтобы видеть сквозь иллюзии эго и распознавать божественную искру в себе и во всех существах. Раздел 2. Истинная сущность ясновидения. Ясновидение, часто ассоциируемое с третьим глазом, это не просто способность видеть будущее или заглядывать в другие миры. Его истинная суть заключается в развитии ясности зрения, способности видеть себя и окружающий мир с большей честностью, состраданием и пониманием. Речь идет о восприятии взаимосвязи всех вещей и признании непостоянства всех явлений. Эта ясность зрения возникает не из сверхъестественных способностей, а из развития таких внутренних качеств, как осознанность, самосознание и глубокая связь с нашей интуицией. Когда мы успокаиваем ум, утихомириваем болтовню эго и открываемся настоящему моменту, мы получаем доступ к более глубокому уровню знания, который выходит за пределы ограничений рационального ума. Это внутреннее знание заключается не в предсказании будущего, а в реагировании на жизненные трудности с мудростью и изяществом. Речь идет о том, чтобы делать выбор, соответствующий нашим высшим ценностям, и вносить свой вклад в благополучие себя и других. Истинное ясновидение дает нам силы ориентироваться в сложностях жизни с большей осознанностью, целеустремленностью и состраданием. Раздел 3. Принятие пути самопознания. Стремление к духовному росту, включая исследование третьего глаза, это, в конечном счете, путь самопознания. Речь идет о том, чтобы снять слой за слоем обусловленности, ограничивающих убеждений и эгоистичных желаний, чтобы открыть лучезарную истину того, кто мы есть на самом деле. Это путешествие не для слабонервных. Оно требует мужества, целеустремленности и готовности встретиться со своими тенями с состраданием. На этом пути
мы столкнемся с трудностями, неудачами и моментами сомнений. У нас может возникнуть соблазн сдаться, искать более легких путей или цепляться за привычный комфорт нашего старого образа жизни. Однако именно в эти трудные моменты наша приверженность росту по-настоящему проверяется и укрепляется. Ключ в том, чтобы подходить к этому путешествию с духом любопытства, самосострадания и глубокой верой в то, как разворачивается наш собственный уникальный путь. Не существует правильного или неправильного способа начать это исследование. Самое главное – это то, что мы приходим с открытым сердцем, готовностью учиться и глубоким желанием соединиться с истиной, которая живет внутри нас. Продолжая это путешествие самопознания, давайте подходить к концепции третьего глаза с проницательностью, мудростью и глубоким уважением к священному потенциалу, который заложен в каждом из нас. Давайте всегда помнить о том, что истинные сокровища духовного пути находятся не в сверхъестественных способностях, а в раскрытии нашей собственной врожденной мудрости, сострадания и взаимосвязи со всеми существами.